Вы когда-нибудь ловили себя на том, что прокручиваете ленту соцсетей уже 2 часа подряд, хотя планировали заняться важным проектом? Или что ваш разум генерирует тревожные сценарии посреди ночи, не давая уснуть, хотя реальных угроз нет? Ваш мозг, самый мощный инструмент в известной вселенной, работает против вас, и хорошая новость в том, что это можно изменить. Сегодня вы узнаете, почему ваш собственный разум превратился в непослушный механизм, какие эволюционные ловушки заставляют его саботировать ваши цели, и главное, как вернуть контроль над этим невероятным инструментом. Парадокс современного мозга. Давайте начнем с неудобной правды. Ваш мозг не был создан для того мира, в котором вы живете. Он эволюционировал на протяжении миллионов лет в условиях саванн, где главными задачами было найти пищу, избежать хищников и размножиться. Этот древний компьютер идеально справлялся со своей работой тогда. Но сейчас он буквально захлебывается в информационном шуме, бесконечных выборах и стимулах, для которых у него нет инструкции. Вы замечали, как легко отвлечься на уведомления в телефоне, даже когда делаете что-то действительно важное? Это не ваша слабость характера. Это дофаминовая система вашего мозга, которая когда-то помогала вашим предкам запоминать, где растут съедобные ягоды, а теперь заставляет вас проверять Инстаграм каждые 5 минут. Механизм остался тем же, но контекст изменился катастрофически. Ваш мозг использует примерно 20% всей энергии тела, хотя составляет лишь 2% от его массы. Это невероятно дорогой в обслуживании орган, и эволюция научила его быть максимально эффективным, то есть ленивым. Он ищет кратчайшие пути, создает привычки, автоматизирует процессы. И здесь начинается проблема. В современном мире эта эффективность оборачивается против вас. Автопилот, который захватил управление. Исследования показывают, что около 95% наших ежедневных действий – это автоматические реакции, привычки, шаблоны поведения. Вы проживаете большую часть жизни в режиме автопилота, даже не осознавая этого. Утром автоматически тянетесь к телефону. Автоматически открываете те же приложения. Автоматически реагируете на стресс одинаковыми способами – заеданием, прокрастинацией, раздражением. Нейробиолог Джо Диспенза описывает это как жизнь в цикле одних и тех же мыслей, которые вызывают одни и те же эмоции, которые заставляют вас совершать одни и те же действия. Ваш мозг создал глубокие нейронные пути, как протаренные дороги в лесу, и теперь всегда выбирает именно их, потому что это проще, чем прокладывать новые маршруты. Вспомните последний раз, когда вы пообещали себе изменить что-то в жизни. Может быть, начать бегать по утрам, или перестать откладывать важные дела на последний момент. И что произошло? Через несколько дней, максимум недель, вы вернулись к старым шаблонам. Не потому, что вы слабы или безвольны, а потому, что пытались одержать победу голой мотивацией над автоматическими программами, которые ваш мозг оттачивал годами. Решение первое. Осознанность как инструмент перезагрузки. Первый шаг к возвращению контроля – научиться ловить себя на автопилоте. Медитация осознанности – это не эзотерика, а тренировка префронтальной коры, той части мозга, которая отвечает за сознательный выбор и самоконтроль. Начните с 5 минут в день. Просто наблюдайте за своими мыслями, как за облаками на небе, без оценки, без попыток их контролировать. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что всего 8 недель практики медитации увеличивают плотность серого вещества в гиппокампе, отвечает за обучение и память, и уменьшают ее в миндалевидном теле, центр страха и тревоги. Вы буквально можете перестроить архитектуру своего мозга. Но осознанность – это не только формальная медитация. Это практика присутствия в моменте. Когда вы едите, ешьте, не листая телефон. Когда разговариваете с человеком, слушайте его, а не репетируйте свой ответ в голове. Каждый раз, когда вы возвращаете внимание к настоящему моменту, вы отключаете автопилот и активируете режим осознанного выбора. Тирания негативного смещения. Вот еще одна особенность вашего мозга, которая в современном мире работает против вас. Он запрограммирован больше реагировать на негативное, чем на позитивное. Это называется негативное смещение, и оно имело эволюционный смысл. Предок, который больше запоминал, где видел змею, а не где росли красивые цветы, имел больше шансов выжить и передать гены. Но сейчас эта особенность превращает ваш разум в генератор катастрофических сценариев. Вы получили 10 комплиментов и 1 критику. И что крутится в голове весь вечер? Правильно, та самая критика. У вас есть множество причин для радости, но мозг цепляется за те несколько вещей, которые идут не так. Вы когда-нибудь замечали, как легко скатиться в спираль тревожных мыслей? Одна небольшая проблема запускает цепную реакцию. А что если это приведет к тому? А если то случится, тогда и в итоге все рухнет.
Это ваше миндалевидное тело, древний сигнализатор опасности, срабатывает на стимулы, которые объективно не угрожают вашему выживанию. Философ-стоик Эпиктет говорил: «Нас беспокоят не сами события, а то, как мы к ним относимся». 2000 лет назад он понимал то, что современная нейробиология доказывает экспериментально. Большая часть вашего страдания происходит не от реальности, а от того, как ваш мозг интерпретирует ее. Решение второе. Перепрошивка через благодарность и рефрейминг. Чтобы компенсировать негативное смещение, нужна сознательная практика позитивного внимания. Не позитивного мышления в духе «просто думай о хорошем» – это не работает, а систематического переобучения мозга замечать и фиксировать позитивный опыт. Нейропсихолог Рик Хансен предлагает простую технику. Когда происходит что-то хорошее, даже незначительное, задержите на этом внимание на 20-30 секунд. Прочувствуйте это событие телом, отметьте эмоции. Это время нужно, чтобы опыт из кратковременной памяти перешел в долговременную, чтобы в вашем мозге сформировались новые нейронные связи. Ведите дневник благодарности. Не формально, а искренне. Каждый вечер записывайте 3 вещи, за которые вы благодарны сегодня, и почему они важны. Это не просто психологический трюк. Исследования показывают, что регулярная практика благодарности активирует префронтальную кору и увеличивает производство серотонина и дофамина, нейромедиаторов счастья. Освойте рефрейминг, переформулирование ситуации. Когда мозг подсовывает вам катастрофический сценарий, спросите себя, какой еще смысл может иметь эта ситуация, чему я могу научиться здесь, что хорошего может из этого выйти. Вы не отрицаете проблему, вы просто расширяете перспективу, не давая миндалевидному телу захватить контроль. Бесконечный голод дофаминовой системы. А теперь о самой коварной ловушке современного мира. Вашу дофаминовую систему взломали. Дофамин – это не гормон удовольствия, как часто говорят. Это нейромедиатор мотивации и предвкушения. Он выбрасывается, когда вы ожидаете награды, заставляя вас стремиться к цели. В естественной среде это работало прекрасно. Увидел дерево с плодами, выброс дофамина, получил мотивацию дойти до дерева, съел плод, получил награду. Система сбалансирована. Но теперь технологические компании, пищевая индустрия, казино, все они научились эксплуатировать эту систему, давая вам быстрые, легкие и бесконечные выбросы дофамина без реального удовлетворения. Социальные сети – это машины по выработке дофамина. Каждое обновление ленты – это потенциальная награда. Может, там новый лайк, новый комментарий, интересный пост. Вы не знаете, будет ли награда, и именно эта непредсказуемость делает механизм таким захватывающим. Это называется переменное подкрепление, самый сильный тип условного рефлекса. Проблема в том, что когда ваш мозг постоянно получает эти легкие дофаминовые хиты, он теряет чувствительность. Вам нужно все больше стимуляции, чтобы почувствовать то же самое. И реальная жизнь, с ее медленными, отложенными наградами, начинает казаться невыносимо скучной. Вы не можете сосредоточиться на чтении книги, потому что мозг требует быстрых переключений внимания, к которым привык в интернете. Нейробиолог Анна Лемпке описывает это как дофаминовый дефицит. Мы живем в мире дофаминового изобилия, и это парадоксальным образом делает нас несчастными, неспособными получать удовольствие от простых вещей. Решение третье – дофаминовый детокс и восстановление чувствительности. Первый шаг – признать проблему. Отследите, сколько времени вы реально проводите в социальных сетях, играх, потреблении контента. Большинство людей шокированы, когда видят реальные цифры. Практикуйте дофаминовый детокс. Периоды, когда вы сознательно воздерживаетесь от легких удовольствий. Начните с одного дня без социальных сетей. Потом попробуйте целые выходные без развлекательного контента. В эти периоды ваш мозг начнет восстанавливать чувствительность к дофамину. Замените пассивное потребление активным созиданием. Вместо того, чтобы бесконечно листать ленту, напишите пост сами. Вместо просмотра видео с тренировками, потренируйтесь. Созидание активирует систему вознаграждения глубже и дает более устойчивое удовлетворение, чем потребление. Вернитесь к занятиям, которые требуют терпения и дают отложенное вознаграждение. Чтение, обучение новому навыку, физические упражнения, творчество. Да, поначалу это будет даваться труднее. Ваш мозг будет сопротивляться, требовать быстрых наград. Но если вы выдержите этот период, вы заметите, как возвращается способность к глубокой концентрации и настоящему удовлетворению. Проблема перегруженного выбора. Ваш мозг принимает около 35 тысяч решений в день. От мелких, что надеть, до серьезных, менять ли работу. Каждое решение требует энергии. И здесь кроется еще одна проблема современного мира. Вас заваливает выбором. Раньше у вашего предка был выбор из 5 видов еды. У вас из 5000 продуктов в супермаркете.
Раньше было несколько возможных партнеров в племени. Теперь в приложениях для знакомств миллионы профилей. Раньше была одна профессия, которую передавали по наследству. Теперь тысячи карьерных путей, каждый со своими обещаниями. Психолог Барри Шварц назвал это парадоксом выбора. Чем больше у вас опций, тем тяжелее выбрать, и тем больше сожалений о сделанном выборе. Ваш мозг парализуется от избытка возможностей. Это проявляется как прокрастинация. Вы откладываете решение, потому что боитесь сделать неправильный выбор. Более того, каждое мелкое решение истощает вашу силу воли, ограниченный ресурс, который психологи называют усталостью от принятия решений. К концу дня, после тысяч выборов, ваша способность к самоконтролю истощена. Именно поэтому вечером так легко сорваться с диеты или потратить лишние часы на бездумное потребление контента. Решение четвертое – стратегическое упрощение и автоматизация. Посмотрите, где в вашей жизни можно устранить ненужные решения. Создайте системы и ритуалы, которые автоматизируют рутинные выборы. Именно поэтому многие успешные люди носят одинаковую одежду каждый день. Это не причуда, а сохранение энергии решений для важных вещей. Планируйте заранее. Решайте с утра или накануне вечером, когда ваша сила воли высока, что вы будете есть, когда будете тренироваться, над каким проектом работать. Когда наступит момент действия, у вас уже будет готовое решение, и не нужно будет тратить энергию на выбор в моменте. Ограничьте свои опции. Вместо того, чтобы держать открытыми все возможности, сознательно сужайте выбор. Это не ограничение свободы, это освобождение энергии для того, что действительно важно. Философ Сёрен Кьеркегор писал: «Тревога – это головокружение от свободы. Иногда меньше выбора – это больше свободы». Возвращение хозяина. Ваш мозг – не враг. Это самый удивительный инструмент, когда-либо созданный природой. Но инструмент без инструкции в современном мире легко превращается в источник страдания. Вы не виноваты в том, что ваш разум работает против вас. Вы просто пытаетесь использовать операционную систему каменного века в условиях цифрового мира. Но у вас есть одно уникальное преимущество – нейропластичность. Ваш мозг способен изменяться в течение всей жизни. Каждая новая мысль, каждое новое действие, каждая новая привычка физически меняет структуру вашего мозга. Вы не застряли с тем разумом, который у вас есть сейчас. Философ Мартин Хайдеггер говорил о человеке как о существе, которое задается вопросом о собственном бытии. Именно это отличает нас. Способность осознавать себя, наблюдать за своими мыслями, делать выбор, изменить паттерны. Вы не ваш мозг. Вы тот, кто осознает работу мозга. И это осознание дает вам власть. Начните с малого. Не пытайтесь изменить все сразу. Так вы перегрузите систему и сорветесь. Выберите одну практику из тех, что я описал, и делайте ее ежедневно в течение месяца. 5 минут медитации. 3 записи в дневнике благодарности. 1 час без телефона. Когда это станет привычкой, добавьте следующую практику. Помните, каждый раз, когда вы осознанно прерываете автоматическую реакцию, вы ослабляете старую нейронную связь. Каждый раз, когда вы сознательно выбираете новое действие, вы укрепляете новый нейронный путь. Изменения происходят не за один день, но они накапливаются. Через месяц, через 3, через год вы оглянетесь назад и удивитесь, насколько изменился ваш опыт жизни. Ваш мозг может быть вашим лучшим союзником. Но для этого нужно вернуть себе место водителя, а мозгу оставить роль навигатора. Вы решаете, куда ехать. Он помогает найти путь. Вместе вы способны на невероятное. Путь возвращения контроля над собственным разумом – это не быстрая гонка, а марафон. Будут дни, когда вы будете соскальзывать в старые паттерны. Это нормально. Это не провал, это часть процесса. Главное – продолжать возвращаться к практике. Если эта тема откликнулась вам, поделитесь в комментариях, с какой из описанных проблем вы сталкиваетесь больше всего. Что вы уже пробовали делать, чтобы вернуть контроль. И если вы знаете людей, которые сейчас борются с ощущением, что их разум работает против них, поддержите их. Иногда понимание того, что ты не один, дает силы продолжать путь. Ваш мозг – это инструмент невероятной силы. Пора научиться пользоваться им снова.